сняли, в петлю на ряд ниже провязываем лицевой. И так до конца ряда. Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать, как вяжется вот такой узор. Решила в этот раз показать вам, например, как из мохера его вязать. То всегда хлопок да хлопок. Значит, первые два ряда это будут установочные два ряда платочной глади. То есть и лицевые и изнаночные ряды будем вязать лицевыми петлями. Количество петель четное 2. Раппорт узора, соответственно, 2 петли, 2 ряда или 4 ряда, если учитывать смещение. То есть в этом узоре у нас будет смещение, поэтому либо 2, либо 4, каждый по-разному считает. Сейчас на спицах у меня 22 петли. Снимаем первую кромочную, провязываем все петли лицевыми в первом ряду и во втором ряду в изнаночном. Далее эти ряды повторяться не будут. Они установочные, больше для удобства. Провязано 2 установочных ряда. И лицевой ряд, и изнаночный мы провязывали лицевыми петлями. Теперь начинаем первый ряд раппорта узора. Сняли кромочную. Первую мы снимаем на правую спицу, не провязывая. Далее входим в петлю нижнего ряда, поддеваем ее левой спицей и провязываем. Следующая изнаночная. Следующая снимаем на правую спицу, не провязывая. Входим в петлю нижнего ряда, вот таким образом можно, провязываем. И таким образом получается, что мы удваиваем петли. Далее изнаночная. Следующую снимаем, подхватываем. Можно вот так подхватывать левой спицей, войти вот сюда в сердцевинку нижней петли. Вот та петля, которую мы сняли. А теперь мы поддеваем сердцевинкой нижней петли нижнего ряда. И провязываем ее лицевой петлей. Следующая изнаночная. Далее снимаем. В петлю теперь нижнего ряда провязываем лицевую. Изнаночная. Далее снимаем, не провязывая. Вот в этой же петли в нижний ряд вот так поддеваем петлю нижнего ряда и провязываем лицевой. Следующая изнаночная. Снимаем, в петлю нижнего ряда провязываем лицевой. Изнаночная. Снимаем, в петлю нижнего ряда провязываем лицевой. Следующая изнаночная. Снимаем, в петлю нижнего ряда лицевой. Так до конца ряда. Последняя изнаночная, кромочная, изнаночная. Повернули работу на изнаночную сторону. Теперь все петли будем провязывать лицевыми петлями. Вот здесь у нас одиночная лицевая. Следующий удвоенный мы вместе провязываем лицевой. Здесь одиночная лицевая. Следующие удвоенные мы тоже провязываем лицевой. Итак, все петли до конца ряда мы провязываем лицевыми петлями. Третий ряд. Снимаем первую кромочную. И теперь в прошлый раз мы начинали со снятия и лицевой в петлю нижнего ряда. Теперь мы делаем смещение, и поэтому начнем с изнаночной. Провязали одну изнаночной. Вот теперь снимаем, не провязывая, и в петлю нижнего ряда провязываем лицевой. Изнаночная. Снимаем, не провязывая. А теперь провязываем ее в петлю на ряд ниже лицевой петлей. Вы не запутаетесь. Видите, вот здесь
мы провязывали двойную, значит сейчас мы должны провязать изнаночной ее. А там, где одиночная петля, видите, вот ее мы должны снять, не провязывая, и провязать в петлю нижнего ряда лицевой петлей. Изнаночная, сняли, в петлю на ряд ниже провязываем лицевой. И так до конца ряда. Так, сейчас у нас была изнаночная, снимаем, в петлю на ряд ниже провязываем лицевую. Снимаем, изнаночная, снимаем, в петлю на ряд ниже провязываем лицевую. Получается, вот двойную мы провязываем изнаночной, то есть мы их сместили. Там, где были лицевым, провязываем изнаночной. Далее одиночная петля, видите, да? Мы провязывали одиночную петлю. Значит, теперь мы ее снимаем и провязываем в петлю нижнего ряда лицевой. Изнаночная. Далее снимаем. В петлю нижнего ряда провязываем лицевой. Изнаночная. Сняли, в петлю нижнего ряда провязали лицевой, кромочная, изнаночная. И как было в прошлый раз, все изнаночные ряды мы провязываем лицевыми петлями. Там, где у нас одиночные лицевыми и где удвоенные, тоже лицевыми вместе. Значит, вот перед нами удвоенная лицевой петлей, одиночную тоже лицевой. Все петли провязываем лицевыми. Мне кажется, что этот узор лучше раскроется, когда пряжа тонкая, а спицы толстые, скажем так, большого размера. Лучше выбрать. Узор хорошо будет смотреться и пряжи из хлопка, тонкого хлопка. Тогда это будет прям вот прям совсем летняя вещь. Еще вот здесь немножечко посмотрите, видите? Вот, чтобы не захватить еще одну петлю, а провязать только 2 вместе. Вот таким образом начинает уже раскрываться узор. Я провяжу еще несколько рядов, покажу вам, что получилось вот из такой пряжи. Далее мы, естественно, начинаем узор с первого ряда. Вот такой узор получился с лицевой стороны. Вот так выглядит с изнаночной. Они отличаются. Специально для этого я хотела показать вам на хлопковой пряже. 100% мерсеризованный хлопок, лицевая сторона. Вот так выглядит изнаночная сторона. Отличия есть. Я считаю, что и та, и другая сторона имеют право быть основным рисунком. Какой из них выбрать, этот выбор за вами. Мне даже кажется, что вот рисунок с изнаночной стороны как-то поинтереснее выглядит. Главное, я хотела вам показать, что возможен ажур без накидов. Вот этот джемпер, я его уже вязала. Теперь вяжу еще один. Вот он с накидами. И этот ажур без накидов. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. Канал Вяжем вместе. Всего доброго. Марина.